По-моему, не то подключилось, наушники не подключились правильно. А? Не, они у меня есть, просто они не к этому телефону подключились, а не к этому. Ну, будем так. Нет? Ну тогда сейчас здесь надо как-то отключить. Так, сейчас смотрим звук. Если звук. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, наконец-то начался вебинар. Сегодня я постараюсь ответить вам на вопросы здоровья, а также, надеюсь, буду полезным. Еще раз хотел бы сказать о том, что на нашем сайте tibetan-formula.com на сегодняшний день проходит акция. Это акция в честь Дня женщин. И я приглашаю вас на вебинар. Сегодня приглашаю вас всех перейти в вебинарную комнату и задать мне вопросы. Так, и начнем. Вера Кирендясова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Спасибо. Купили препараты, уже начали лечение. Приобрели еще панкресорпон. Теперь в нашей аптечке. Пьем все. Огромное спасибо от Геннадия и Ксении. Огромное спасибо Вере. Бондаренко Татьяна. Хочу поблагодарить за вебинары и препараты ТФ. В течение 4 лет в постоянном режиме принимаю разные препараты, есть результат. Андрей Андреевич, можете сказать, сильно болит голова от шеи. Смотрите, как необходимо определять свои боли и на что обычно указывают боли, какие они и от чего они, с чем они связаны. Итак, боли, которые возникают от 7-го шейного позвонка и до 1-го шейного позвонка, до затылка, это всегда боли, которые связаны с повышающимся артериальным давлением. Далее боли лобные и давящие в центр, обычно связаны с неврозом, а также могут быть связаны с воспалением носоглотки или развивающимся танзелитом. Далее от виска и до виска болит, вот так, как будто боль при этом давящая и очень такая распирающая. Это боль, которая обычно связана, если без головокружения, связана с мигренью, которая возникает на фоне снижения кислорода в крови. Что необходимо сделать? Как ни странно, необходимо нагреть себя. То есть в этот момент необходимо принять горячий душ, лечь под одеяло, одеть теплые носки. Кстати, несколько слов об этом. Вы знаете, что шерсть охлаждает. Если человеку жарко, то он может на ноги себе одеть шерстяные носки, и они будут охлаждать. А в случае, если одеть хлопчатобумажный носок и поверх хлопчатобумажного носка одеть шерстяной носок, то тогда будет греть или нагревать. Именно поэтому всегда помните, что шерстяной свитер на голое тело простудит вас, и вы будете себя чувствовать хуже. Дальше ощущение, будто голова болит в висках. Обычно связано с проблемами, которые связаны со спазмами, может быть связано с вегетососудистой дистонией. Далее ощущение, будто давит в висок, в нижнюю часть, над костью, с левой стороны или с правой стороны. Проблема офтальмологическая связана с повышением давления в макуле, то есть в сетчатке. Какие там еще бывают? Ощущение холода в темечке. Ощущение холода в темечке может являться элементом мигреневидной формы. Также может говорить о заболевании, связанном с низким гемоглобином или со сдвигом лимфоцитов в правую сторону. То есть это может говорить даже о заболеваниях пиелонефрит и так далее.
Поэтому, если болит затылок, что необходимо делать? Смотрите, наше тело, оно нереально универсально. Существует целая наука. Этих наук, которые изучают человеческое тело, их бесчисленное множество. Есть традиционная медицинская наука, которая изучает разные виды познания человеческого тела, от биохимии, клеточного строения до общих физиологических процессов. Это традиционная медицина. Есть медицина, связанная с рефлексотерапией. Это иглоукалывание, надавливание акупунктурных точек. Это определенные физиопроцедуры и даже реабилитационная и просто обычная физическая лечебная физкультура. Несколько слов можно сказать и об этом. Оказывается, существует целый ряд знаний, которые мы упускаем, но которые существенно могут помочь человеку. Допустим, вот сейчас вы спрашиваете, голова болит очень сильно и так далее. Вот смотрите, если у вас голова болит в затылке, это повышается давление у вас. Как снизить давление? Необходимо вот так опустить ухо и вот по этому месту, где кость находится, постучать с левой и с правой стороны. С левой и с правой стороны. Вот если так постучать, сделать так 30 раз. Или не торопясь 60 раз на протяжении 1 минуты. После чего посидеть и сделать это еще раз, то у вас снизится давление. А если у вас низкое давление, то по центру груди необходимо постучать тоже. Только по центру груди необходимо стучать быстрее, а над долями наших ушей стучать медленнее. У нас есть уникальные пальцы. Я, кстати, об этом, уникальные у всех. Я, кстати, об этом написал в своей книге. Она называется «Магические методы лечения человека». Здесь о нетрадиционных методиках помощи человеку, вернее. И здесь есть целый отдел такой, где я объясняю или рассказываю, как наши пальцы связаны с нашим физическим телом. Там я говорю о том, что мизинцы связаны с почками, большие пальцы с печенью, и так далее. И есть некоторые такие моменты, которые очень необычно влияют на человека и его тело. Оказывается, первый и второй палец связаны у нас с глазом, поэтому левая рука с левым глазом, а правая рука с правым. Именно поэтому считается, что в случае, если у человека есть проблемы глаза, есть проблемы развивающиеся катаракты или глаукомы, или каких-либо заболеваний глаз, то можно массажировать оба эти пальца. Также на эти пальцы необходимо одевать ниточку. Какую ниточку не имеет значения, но глазам соответствует нить либо красного, либо зеленого цвета. И можно ниточку одеть на палец с левой стороны и с правой стороны и носить. Точно так же с носом или носовыми пазухами. В случае, если у человека носовые пазухи забиваются, то необходимо на 3 пальца, указательный, средний и безымянный, одеть ниточку. Вот с левой стороны, с правой. Кстати, когда у вас будет забиваться ноздря с левой стороны, на левой руке массажируйте все 3 пальца. А если с правой, массажируйте на правой руке все 3 пальца. Так очень активно поможете себе. Почувствуйте результат практически мгновенно. Попробуйте сейчас, если у вас забита ноздря, помассажируйте отдельно 3 пальца, но на самом деле лучше всего одновременно 3 пальца. Точка на запястье между косточкой и косточкой, и вот это место между костью и костью называется местом нашего позвоночника. То есть здесь находится 38 точек влияния на позвоночник, его правой стороны и его левой стороны. Именно поэтому в случае, если у человека начинает болеть позвоночник, то ему необходимо массажировать от косточки и до косточки. Вот это место, в случае, если вы сейчас потрогаете, оно недостаточно большое. В случае, если там есть болезненные узелки, это будет соответствовать заболеваниям позвоночника. В случае, если их нет, вот как у меня, то заболеваний позвоночника нет.
Точки, которые связаны с открытием желчного пузыря, находятся с другой стороны на запястье. Это самая глубокая точка нашей руки. То есть, надавливая на такую точку с правой стороны, мы активируем выделение желчи или выброс желчи. Массажируя с левой стороны, мы тормозим высокую концентрацию гастрина в желудок и снижаем фактически кислотность желудочно-кишечного тракта. Так активируем желудок, так активируем желчный пузырь. Есть также на правой стороне нашего тела, на правой стороне нашей руки, на правой руке, область, которая, не важно, здесь находится точка поджелудочной железы. Бондаренко Таня. Ага. Если болит голова, то один из самых простых способов убрать головную боль — это ментоловой мазью смазать область лба. Вот таким образом. В случае, если голова кружится, необходимо выполнять так. Поворачиваете голову влево, поднимаете ее максимально вверх и дышите медленно. Делаете так 15-20 раз. После чего точно так же в правую сторону поднимаете максимально вверх и тоже дышите. Еще, как убрать боль и омолодить лицо? Необходимо повернуть в правую сторону, в левую сторону голову, после чего вот эту мышцу, которая здесь идет, промассажировать аж до уха. После этого повернуться и похлопать себя по затылку. После этого повторить. Это снизит внутричерепное давление практически мгновенно. Сразу же перестанет болеть голова. Сделайте так 3-4-5 раз. Будете очень довольны. Валерия. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Беспокоит высыпание на груди. Проходят, когда начинаю принимать КОК. Скажите, с какими гормонами это связано и как можно обойтись без КОК, чтобы они прошли? КОК – это прогестерон. То есть вы дополнительно принимаете прогестерон. С какими гормонами? С прогестероном. То есть, увеличивая прогестерон, у вас уходят угри. Такая особенность при применении данных препаратов показательна. Что необходимо сделать? Необходимо естественным образом заставить прогестерон выделяться. Какие помогут препараты? В нашей компании данный препарат называется «Женское здоровье». Принимайте его по 2 таблетки 2 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как улучшить женское здоровье и репродуктивную систему? Существует препарат, который очень прямо эффективен и помогает, и помог множеству людей. Есть очень хорошие результаты, и отзывы, и комментарии. Их 2 этих препарата. Один из них называется Карунеш, компании «Тибетская формула», а другой называется Киндскид. Киндскид и Карунеш. Принимать можно и первый, и второй препарат по 2 таблетки 2 раза в день. Тибетская медицина говорит о том, что в случае, если у человека не наступает беременность, то рекомендовали принимать 2 растения. Одно растение – это зверобой, а другое растение – это бессмертник. Растение зверобой и бессмертник принимать необходимо вместе, как бы для того, чтобы... Как это работает? На самом деле настоящий тибетский сбор молодости, мы о нем знаем. Это бессмертник полевой, ну или бессмертник. Я, кстати, поклонник бессмертника. Это березовые почки, ромашка и зверобой. Особенность зверобоя в том, что он имеет очень ярко выраженное воздействие и помогает выходить желчи. Освобождая желчные протоки, помогает печени работать. Также в зверобое находятся вещества, которые успокаивают нервную систему, влияя при этом еще и на... Не слышно меня, да? Залом.
постараюсь ответить воспалением. Ага. Ну, я сейчас встану тут. Сейчас улучшился звук. Ой, извините за плохой звук. Все, улучшился звук. Так вот, зверобой считается, как и пустырник, считается уникальным средством, которое может успокоить нервную деятельность, успокоить неврозы, невротическое состояние устранить. Но существуют еще исследования, которые говорят о некоторых воздействиях лекарственных растений, их уникальном действии. Допустим, сейчас, говорится, есть ряд исследований, которые утверждают, что применение экстракта зверобоя может лечить паническую атаку или депрессивные эпизоды, компульсивное расстройство, депрессию. О том, что есть генетические заболевания, допустим, есть зверобой является веществом, которое способно влиять на стрептококки, бета-стрептококки группы А, которые фактически влияют на появление ревматизма и ревматоидного артрита у человека. Далее могут влиять на гонококки, то есть это такое ярко выраженное противомикробное действие. Далее бессмертник и экстракт бессмертника имеет может влиять на человека таким образом, чтобы восстанавливала печень и убирала стеатоз печени, восстанавливая гепатоциты и так далее. Ромашка снижает кортизол. Березовые почки очищают мочеполовую систему, помогает при подагре. Вот вам и получается магический сбор практически от всех заболеваний, которые являются первопричиной всех заболеваний. То есть невроз зверобой, закрытый желчный зверобой, бессмертник устраняет застой желчи, лечит печень, березовые почки снижает кортизол, точно так же снижает стресс, очищает почки, а мы все болеем подагрическими заболеваниями. При этом ромашка снижает кортизол, восстанавливает гормоны и так далее. Таким образом, ромашка, зверобой, березовые почки – знаменитый тибетский сбор, который может помогать человеку быть более здоровым. Елена Джакушева никогда не думала о том, что травы так лечебно, не верила, если честно, с искренним доверием стала пить травки и помогает. Ну, конечно. Дочери 17 лет очень сильное тревожное состояние испытывает за своих близких. Аж рука дергается. Как ей помочь? Спасибо большое. Увеличьте количество приема магния, витамина D3 и увеличьте на ночь, пусть принимает мелатонин. Из моих препаратов поможет Паставит. Приобрести препараты можно напрямую на моем сайте. Если вы сейчас в YouTube мне пишете, то можете перейти по ссылке. Вот там написана подробная информация обо мне и моей школе. Нажимаете. И после чего нажимаете там кнопку «Витамины» и переходите на сайт «Тибетская формула», где вы можете приобрести. Отправляем мы по всему миру, кроме Белоруссии и РФ. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, правда ли, что мед при попадании в кипяток выделяет яд? Большое спасибо. Существует химия, и эта химия, она говорит о растворах. То есть любое вещество, которое растворимо в воде, превращается в водный раствор. Именно поэтому любое вещество, независимо от того, горячая или холодная вода, если его
органическое или неорганическое вещество. Если его положить в воду, то получится водный раствор меда, в котором будут полисахариды, в котором будет глюкоза растворена, цветочная пыльца. На самом деле никакого яда там не возникает, все это выдумки врагов, поэтому не обращайте внимания, мед можно растворять как в холодной, так и в горячей. Ничего не происходит, ничего не аннулируется, ничего не болеет. И там. Марьяна Миран. Запах изо рта чем лечить, Андрей Андреевич? Зубы в порядке. Запах изо рта, как правило, говорит о закрытом желчном пузыре, дуоденально-гастрорефлюксе или выходе желчи в двенадцатиперстную кишку и эзофагиальном рефлюксе, заброс пищи в пищевод. Все это в комплексе необходимо лечить следующим. Первое, что необходимо сделать, перестать соблюдать тотальную диету. Второе, убрать специи, чеснок и острые приправы, особенно имбирь, особенно куркуму, ни в коем случае. Далее, начать принимать препараты желчегонного действия. Это Лунглин моей компании и Амарум горечи Дуйко. По одной чайной ложке можно 2 или 3 раза в день. Далее, снижать гастрин. Гастрин можно снижать в случае, если человек принимает препарат, он называется у меня лизоцим, по одной таблетке 2 раза в день. Андрей Андреевич, там ревматизм, ревматоидный артрит и так далее. Ревматизм и ревматоидный артрит, по моему мнению, является следствием заболеваний, которые связаны с стрептококк-инфекцией, которая находится в носоглотке. Вот как раз открыто. Это полиартрит. По мнению большинства второго, причины болезни Бехтерева могут быть инфекция, травма, нервно-психическое напряжение, эндокринное влияние, охлаждение. Но наиболее частой причиной Бехтерева многие считают гонококковую инфекцию. Вы представляете? Гонококковую инфекцию, а также некоторые авторы говорят кишечная инфекция у Копмана, туберкулеза у Коста, псориаза Раволя Берье и травмы Копмана Фрисье, нервного физического перенапряжения Хенча и нарушения эндокринных желез Копмана и переохлаждения у Комри. Тем не менее, Копман, Равель и Виньон считают, что причиной болезни Бехтерева может быть любая очаговая инфекция, и гонококковая. О чем я хотел сказать? Дело в том, что здесь как раз пишется, что заболевания, связанные с ревматоидным артритом, как правило, возникают, сейчас не найду, которые связаны с ревматоидным артритом, как правило, возникают на фоне инфекции стрептококк. Но показатели стрептококка – это антистрептолизин Аслоу, С-реактивный белок. И в случае, если человек начинает болеть данной инфекцией, почему очень часто не помогают гормональные препараты? Дело в том, что это связано с тем, что бета-стрептококк, он находится у нас в носоглотке, в гайморовых пазухах, и на него можно воздействовать или на него можно влиять только определенное время, после которого на него влиять невозможно антибиотиками. То есть, как бы человек ни стремился, когда он заражается или когда появляется это все, это может быть перенесенный, острое вирусное заболевание, хронический танзелит, на фоне аллергического процесса может быть. Это может быть даже хронический отит. То есть это могут быть хронические заболевания. Даже есть такие примеры, что при удалении гланд в дальнейшем можно в некоторых случаях устраняется и
ревматоидный фактор, то есть снижается сой, снижается антистрептолизин, снижается S-реактивный белок. Но есть такие случаи, когда, допустим, при высоком маслоу применение доксициклина, там, резистентного с бета-стрептококками, со временем вновь данное заболевание появляется. Почему так происходит? Потому что не устраняется инфекция, которая постоянно находится в латентной форме. И здесь вот такой вот вариант. А как же или чем же ее необходимо устранять? Ну, первое. Это полоскание носоглотки. В случае, если у человека ревматоидный артрит, ревматизм, полиартрит. Кстати, сейчас ну, где-то процентов 20 населения, причем в молодом возрасте, даже вот сейчас, когда был ковид, люди начали получать сильнейшие осложнения. Вот эти сильнейшие осложнения, они проявляются таким образом, что у человека со временем начинают болеть суставы, никто не может, там сначала лихорадка, потом начинают болеть суставы, потом ставят диагнозы там самые различные, можно эндокрины ставят, то есть там, ну, допустим, тиреотропный гормон пониженный или тиреотропный гормон повышен, ну, обычно понижен, то есть аутоиммунный тиреоидит. Или, допустим, у человека появляется там высыпание и так далее. И человек никак не может определить, что это вот как раз одна из особенностей снижения иммунитета и латентной формы появляющегося у человека стрептокока, который постоянно находится в носоглотке. Сколько необходимо лечить? По моему мнению, необходимо лечить от 30 до 90 дней. Но вы же понимаете, что если человек начинает принимать там доксициклины, пенициллины, стрептомицин там, или эритромицин там, или какие-нибудь другие антибиотики, то принимать их длительный период невозможно, потому что будет сильнейшее отравление, очень широкий побочный эффект. То же самое происходит, когда мы начинаем принимать и принимаем длительный период времени, допустим, глюкокортикоидные препараты. То есть это, допустим, медрол, это гормональные стероидные препараты, преднизолон, и гидрокортизон в инъекциях, ну и так далее, в общем. И со временем мы отменяем это все, а заболевание возвращается. И очень часто такое явление повторяется. Что необходимо знать для того, чтобы... к чему я это говорил? После того, когда лечили людей от ковид, очень часто говорили о том, что ни в коем случае не применяйте антибиотики, они ничего не дадут. Но это была ошибка, потому что противовирусные препараты сражались с вирусами, но осложнения, которые формировались на фоне снижения иммунитета, всплеска и роста латентных инфекций, таких как, допустим, там перенесенная скарлатина, золотуха, да, стрептококи, носоглотки, там микробы в гайморовых пазухах, стафилококк и стрептококк в крови, любые инфекции, их там целая куча. Ведь в этот момент, когда ковид влиял на человека, снижался иммунитет, и латентные инфекции начинали активно функционировать. И это создавало то, что называется эффект вторичного заболевания на фоне снижения иммунитета. То, что происходит у людей во время синдрома иммунного дефицита. Именно поэтому я и говорил, что в момент того, когда мы лечим от ковид, необходимо дополнительно, помимо терапии улучшения иммунитета, естественно, там терапии по снижению в случае, если есть там повышение цитокина, интерлейкина. Помимо этого необходимо обращать внимание на
ну, грубо, ущерб, который создают вирусы, которые, вернее, микробы, которые уже находятся в организме человека, и с ними необходимо что-то делать. Так вот, когда человек имеет заболевание, которое связано с носоглоткой, оно может происходить, или оно может проходить, или оно может у человека отличаться от его дебюта. То есть человек в дебюте, в анамнезе получил данное заболевание в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Сейчас человеку 40 лет. Так вот, человек, по идее, может болеть данным заболеванием практически всю свою сознательную жизнь. В дальнейшем, когда у человека происходит там, снижение иммунитета, перенесение там, вирусной инфекции и так далее, то в этот момент необходимо человеку знать, что то заболевание, которым мы болеем латентно, оно может перейти в настоящую диагностируемую форму, и человек начинает полноценно болеть. Об этом сказано, к сожалению, не готовился. Вот в этой книге, которая называется «Руководство по внутренним болезням», редактора, члена АМН, профессора Нестерова, Лукомского, Молчанова и Савицкого. Все они доктора медицинских наук и так далее. Вот здесь, в этой книге, как раз и говорится о том, что очень часто данное заболевание является следствием стрептококк-инфекции, которая латентно может находиться в человеческом организме всю его сознательную жизнь. И лечение, конечно же, антибиотиками невозможно. Ну и тут вопрос, а что ж будем, чем лечить-то? Ответ этому есть. У нас есть уникальный барьер, который называется слюнные железы. Наши слюнные железы уникальны, и их уникальность заключается в том, что помимо того, что ощелачивает нашу ротовую полость, в слюне находится вещество, которое называется лизоцим. Лизоцим является фактически природным, естественным антибиотиком. И такой лизоцим необходимо применять в обязательной форме для, первое, полоскания носоглотки в препарате, который называется назальный спрей лизоцимовый. Дальше полоскание горла в лизоциновом препарате, который продается у нас вот в такой бутылочке. То есть четверть чайной ложки, можно меньше, просто в теплую воду, и им полоскать горло. Дальше третий препарат. Не забываем об энтероколе и стрептококках, которые у нас активно находятся или имеют повышенную активность в желудке, в тонкой кишке, двенадцатиперстной кишке, в толстой кишке. Таким образом, особенно в толстой. Таким образом, нам необходимо донести лизоцим и в это место. И необходимо делать полоскание, спринцевание носоглотки и прием препарата лизоцим по одной или по две таблетки 2 раза в день натощак на протяжении от 30 до 60 дней для того, чтобы полностью, абсолютно и на 100% устранить инфекцию стрептококк. И это единственный способ. При этом необходимо еще повысить иммунитет препаратом бетулиновая кислота, которая повышает иммунитет. Принимать препарат витамин D3 в большой дозировке, приблизительно 30-тысяч или более на протяжении дня. Можно по 30 тысяч 2 раза. Это, допустим, 4 таблетки по 5 тысяч или там можно по 5 таблеток, там в каждой таблетке 5000 мл. Можно утром и вечером на протяжении, хотя бы 10-15 дней. По поводу тех людей, которые говорят о том, что такой прием препаратов может быть опасным, есть у меня книга, если вопрос такой будет, я вам прочитаю или специально подготовлюсь, где сказано о том, что
Введение препарата витамина D3 не приводит к цитотоксичному действию, и переизбыток данного препарата не может длительное время находиться в организме, а также выводится или депонируется естественным путем, без всякого токсического влияния на организм. В отличие от витамина А, который может приводить к жировому гепатозу печени, витамин D3 можно принимать в большом количестве. Далее, ну и, конечно же, омега-3. Но очень много Берг говорит о витамине D, о витамине Е, об омега-3, очень много говорит. Но вы должны знать, что в случае, если у вас вы принимаете витамин омега-3, и в этот момент вы принимаете, допустим, сельдь, или красную рыбу, или печень трески, в которой находится омега-6 и омега-9, то вы на длительное время блокируете в своем организме усвоение витамина Е. Но есть одно условие. Если принимать витамин Е и вместе с ним принимать небольшое количество оливкового масла, то действие витамина Е во много раз усиливается. Таким образом, витамин D3, омега-3, ингаляции спрей для носа, который называется лизоцим, питье таблеток лизоцим я бы делал еще и спринцевание. То есть на 100 грамм воды 1 чайная ложка лизоцима, спринцевание этими 100 граммами ректальную клизму. Ректальные клизмы, то есть введение ректально вот такого препарата. Почему? Я считаю, что в слепой кишке и в толстой кишке есть очаги, где находятся стрептококки. Таким образом, вот так в комплексе и необходимо воздействовать. Здравствуйте, захрящеванные гайморовые пазухи лобные. Нужна операция или с этим можно жить? Что имеет в виду доктор? Сначала происходит увеличение коллагена, потому что коллагеногеназа, гиалуроногеназа или коллагена соляной кислоты, коллагеногеназа серной кислоты и гиалуроногеназа, она воздействует на нее стриптокок, который находится в носоглотке, и она становится рыхлой, то есть увеличение ее происходит какое-то время, после чего через пару лет происходит полное уничтожение. То есть там происходит атрофирование, что может в итоге привести к сепсису, заражению крови. Для того, чтобы этого не происходило, вот и необходимо пользоваться то, о чем я сегодня говорил. Полоскание носоглотки, полоскание горла, и эти все проблемы будут устранены. Лизоцим поможет. Каждый раз, как болела ковидом, всегда пила по вашей рекомендации антибиотик. Спасибо вам. Пожалуйста. У меня грыжа пищевода изофагиальный, правильно говорить. У меня грыжа пищевода, изофальный рефлюкс, изофагиальный. Сейчас принимаю битулин, гепатоз печени. Чем помочь желудку? Необходим препарат лизоцим и пепсин. Лизоцим, пепсин и лунглин. И лизоцим, пепсин и лунглин по 2 таблетки 2 раза в день. Утром натощак, вечером перед сном. На протяжении дня очень хорошо. Если запор, то можно, хоть и считается, что при эзофагиальном рефлюксе нельзя цитрусовый, тем не менее, я рекомендую, берете одну дольку грейпфрута и принимаете утром и вечером. Таким образом, где-то через 2-3 недели запоры исчезнут сами по себе. Не можете есть грейпфрут, то тогда пейте вкрутую заваренный шиповник. Перемалываете шиповник и 1 столовая ложка шиповника на 1 стакан кипятка утром и вечером. Можно добавлять небольшое количество меда. Так. Ваша мазь Родопи может помочь при грибке на коже? Спасибо за ответ. Да, может помочь при грибке на коже. Мазь Родопи, да. Есть медицинский березовый деготь.
Сейчас я посмотрю, продается ли деготь в аптеке. Деготь купить в аптеке. Да, есть такое. Смотрите, в действительности деготь есть. Деготь березовый найден. Ну, продают все-таки, видите. Аптека подорожник, деготь березовый, дегтярный бальзам, деготь березовый. Деготь березовый вот в Украине продается. Аптека гармония, подорожник и так далее. Находится в разных городах, и в Черновцах, вот, и в Киеве, и в Черновцах, и в Киеве. В Черновцах и в Киеве, в Черновцах березовый деготь возможно, какой бы он ни был концентрации. Так вот, грибок в ушах и грибок где-либо легче всего лечить обычным березовым дегтем. Смазывайте березовым дегтем, увидите, насколько будет вам легче. Ну, можно и мазью работать. Светлана Закурдаева. Андрей Андреевич, здравствуйте. А если проблема в кишечнике и жжет внутри, ничего не помогает? Можно представлять лечение глиной какого цвета? Извините, что зависло. Сейчас. Это кто-то позвонил и выключилось. Как избавиться от холки? Извините. Холка является элементом отложения соли или солевым диатезом. Для того, чтобы избавиться от холки, необходима специальная диета с уменьшением употребления натрия хлора. Также, когда у человека накапливается или растет холка, это может быть следствием еще. Слава. Не хочет сегодня хорошо работать почему-то. Ну что ж. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Болит в правой груди 2 недели до цикла. Что это может быть? Это естественные процессы у аппетита вечера и готовка 1 день. Спасибо вам. В случае, если у вас нет аппетита, то вам необходимо принимать, можно гранатовые корки. Берете гранат, очищаете его, трете эти корки или перемалываете их, высушиваете и принимайте 1 чайная ложка на стакан кипятка. И аппетит появится. Также можно и детям давать. Сейчас появился звук, появилось видео общение. Гранатовые корки. Берете гранат, очищет. Идет. Хорошо. Молодец. Как избавиться от папиллом? Я считаю, что папилломы являются основой папиллом является заболевание желудка. Как ни странно, папилломавирус. Почему я решил говорить об этом и почему я начал это утверждать? Дело в том, что сейчас есть разработанный препарат от папиллом. Это препарат, который называется экстракт железняка. Так вот, в одной из стран фармкомпания начала делать экстракт железняка и хотели его применять в ходе заболевания эзофагиальный рефлюкс. Но применяя его, столкнулись с тем, что он эффективно устраняет папилломы. Поэтому купите железняк,
Принимайте железняк на протяжении дня в виде чая, на протяжении 1-2 месяцев и избавитесь от папиллом. Спасибо огромное за ваш труд. Пожалуйста. Меня зовут мне 55 лет. Более 3 месяцев трещат позвонки в районе поясницы и ниже. Болят суставы пальцев. Пропила депосалт, гиалуроновую кислоту, артрозин. Результата не ощутила. Валерия Ширинова. Вот сегодня прямо эта лекция была для вас. Помните, я вначале рассказывал о стрептококке. Какие препараты вам необходимы? Давайте еще раз. Полоскайте, вернее не полоскайте, а используйте спрей для носоглотки, который называется лизоцимовый спрей. Далее лизоцим препарат жидкий. 1 чайная ложка на стакан воды. Полоскайте горло, можете глотать. Препарат лизоцим еще и перорально, то есть по 2 таблетки 2 раза в день. И бетулиновая кислота по 2 таблетки 2 раза в день. И еще препарат, который называется у нас ПРЗ. 1 таблетка 1 раз в день. Как вылечить золотистый стафилококк? Препаратом гемортан. 2 таблетки 2 раза в день. Не будет стафилококка. Валентина Цыганкова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня постоянно уже во рту несколько лет воспаления, даже язвы. Скажите, пожалуйста, чем можно лечить? Когда во рту язвы появляются, это говорят о высокой кислотности желудочно-кишечного тракта. А откуда она берется? А она берется из пищевода или поднимается по желудку, из желудка в пищевод. И это называется, что вы болеете эзофагиальной рефлюксной болезнью, эзофагитом. Для того, чтобы это устранить, вам необходимо, первое, перестать нервничать, спать полноценно. Хорошо еще по утрам принимать мой препарат, называется лизоцим, 2 таблетки 2 раза в день. Далее препарат, который называется здоровый желудок, 2 таблетки 2 раза в день. И препарат для активности желчи и устранения желчи лунглин, 2 таблетки 2 раза в день. Можно утром натощак 1 стакан очень горячей воды и на протяжении дня как можно больше воды пить. Как можно больше воды на протяжении дня. И еще стараться спать на правой стороне. Гемортан дитині можна забере стрептокок в горлі? Не забере. Гемортан не заберет стрептокок. Я же сказал, для ребенка необходим спрей для носа и спрей для горла. Полоскание для горла продается препарат лизоцим жидкий. И третье лизоцим перорально в виде таблеток. Также если ребенку, то можно лизам таблетки, он тоже с лизоцимом. Просто берет, пусть рассасывает и пьет. В случае, если у вас язвы во рту, то принимайте лизоцим в таблетках, принимайте еще препарат, если у вас есть расстройство, пепсин и лунглин. Вот. Доброго вечера, Андрей Андреевич. Чи можно препарат железняк мамам, которые кормят? Можно, да. Можно. Он совершенно безопасный и даже улучшает лактацию женскую. Оксана, 45 лет. Болят все суставы, по крови ревматологию не выявили. Как помочь себе зеленой нитью? Нет, зеленой нитью не получится. Делайте то, о чем я сегодня сказал. Лизоцим, бетулиновая кислота, спрей для носа, полоскание горла. Вот такими препаратами на протяжении аж 1, 2, 3 месяцев сможете избавиться. Никак по-другому. Дело в том, что в крови выявить ревматоидный артрит ревмофактор еще может показать. То есть болят суставы, это может ревмофактор. Также это может быть еще и повышенным реакцией вашего организма повышение сои. Когда может соя подниматься у человека? Может подниматься первое
может подниматься за счет сахарного диабета второго типа, аутоиммунного тиреоидита, гипофункции щитовидной железы, климакса, неврозов, высокого кортизола, женских гормонов, допустим, там снижение эстрадиола и увеличение тестостерона, увеличение, там может это быть за счет там каких-нибудь гормонов, каких там, одним словом, очень много всего. Но в вашем случае, скорее всего, это связано. Вообще, как начинать лечиться? Первое, необходимо работать с желчью, то есть принимать что-либо желчегонное. Что можно найти желчегонное? Обычную травку можно заваривать. Зверобой и бессмертник напополам. Они желчегонные. Желчегоном является еще и настойка шиповника. Берете шиповник обычный, завариваете его вкрутую, пьете 2-3 раза в день. Желчегонным эффектом обладает еще и черный чай. Кстати, один из таких лучших методов, как ни странно, лечения гастрита и лечения желудка – это употребление очень-очень крепко заваренного чая. Почему? Как не смешно бы это ни звучало, в черном чае находится витамин В1 и витамин В6. В тех же книгах, которые называются «Энциклопедия заболеваний», медицинская энциклопедия, руководство по внутренним болезням, в одной из глав сказано о том, что в случае, если человек болеет любыми видами заболеваний желудочно-кишечного тракта, то можно принимать витамин В1 и В6, и эти витамины, они способны вылечить все заболевания желудка. Так вот, и витамин В1, и витамин В6, это все находится в черном чае. Поэтому пейте черный чай вкрутую, и сможете быть, вам может быть от этого легче. Чем можно лечить синовит колен? Можно взять мед, смешать с содой и прикладывать. Один день мед с содой, а другой натирать нашатырным спиртом. Это помогает. Вообще, для того, чтобы избавиться в дальнейшем от синовита, вот то, о чем я сегодня говорил, витамин Е, витамин D3 в больших дозировках, и можно еще наш препарат, называется он у нас, там он с чагой. Можно у нас препарат Депосалт принимать еще. Депосалт. И Метикс, вот я вспомнил. Метикс, 1 чайная ложка 2 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич, где в Харькове? Можно купить ваши препараты. Зачем вам в Харькове? Вы можете их приобрести в Киеве. Зайдите на наш сайт, закажите, оплатите. Я вам отправлю тут же на протяжении дня данные препараты в Харьков. Сегодня отправляю, завтра получаете. У нас же по всей Украине новая почта. Мне сегодня утром отправили из Киева посылку, отправили мне ее в 11 утра, я ее в 3 часа дня уже получил у себя в Сали. Да я хочу сказать вам, что я поздравляю всех женщин с наступающим праздником, который будет завтра. Для меня этот праздник является праздником женского равенства. Я очень люблю женщин, благодарен женщинам. Моя жизнь вся связана с женщинами. Маму я свою обожаю, бабушку я свою любил, сестер я своих люблю, жену люблю, тещу, девочек своих. Для меня женщина является основой человеческой жизни. Я искренне и со всей силы обожаю женщин. Я считаю их равными мужчинам. Считаю, что женщин как слабых существ нужно оберегать, любить, обожать. Они приносят в жизнь мужчины радость, счастье, восхищение, вдохновение. Хочется что-то делать, хочется служить, и хочется человек, мужчина становится нужным, когда рядом с ним находится женщина. Это большое счастье.
Моей дочери во время войны перед глазиком начала плавать полоска. В институте микрохирургии ГЛАДа проверяли с хрусталиком и сетчаткой, все нормально. Что может быть? О, когда плавает полоска такая на хрусталике, и вы это видите, это первые признаки того, что необходимо как раз прием витамина D3. Прием витамина D3 с кверцетином. Принимайте 1 таблетка кверцетина 1 раз и витамин D3. 1 таблетка 2 раза в день. А еще кверцетин в такой особо хорошей и усваиваемой форме находится в чернике или в черничной пасте. Там кверцетин очень усваиваемый. В свое время был создан препарат, это двухкомпонентный препарат, в котором находился кверцетин, который смешивали с лизоцимом. И его использовали для капель. Но вы знаете, его минусом было то, что он вылечивал катаракту. И его запретили. Почему, скажете вы, запретили? Потому что нельзя вылечить в медицине, написано, катаракту. Нельзя, никакими каплями. Только менять хрусталик. А он вылечивал. Поэтому, когда он начал вылечивать, начали покупать, и его тут же сняли с продажи, потому что сказали, что нет, раз написано, что вылечивать нельзя, значит, не должен быть препарат, который вылечивает. Все, конец. Ну и когда я хотел создать этот препарат, то ко мне обратилась харьковская компания, которая сказала мне: Андрей Андреевич, мы вот продавали данный препарат, активно его продавали, делали, но он начал вылечивать. Нас запретили. Что делать? Можно ли через вас продавать? Я говорю, нет, нет, как же через меня продавать, если его запретили? Отдельно можно. Посмотрим, может, отдельно будем продавать, чтобы люди сами потом для себя готовили. В одной баночке кверцетин, в другой баночке лизоцим смешали, там в глазик закапали как-то так. Шановний Андрій Андрійович, більше року турбують болі в животі, метеоризм, коліки в лівій нозі і спині. На що звернути увагу по здоров'ю? Дивіться, смотрите. Когда у человека появляется вздутие живота, вздутие кишечника, колики или колики, правильно, где они там у вас, метеоризм появляется, то это первые признаки, которые говорят о том, что желчь не выделяется. И вам необходимы желчегонные препараты. Какие? Это препарат Лунглин, препарат Амарум. Амарум 1 чайная ложка 2 раза в день. Препарат Лунглин 2 таблетки 2 раза в день. Но это еще не все. Почему? Дело в том, что необходимо убрать продукты питания сладкое, молочное, бобовые и активную клетчатку. Какая-то активная клетчатка? Это капуста, отруби, даже хлеб с отрубями. По возможности это убрать. Дальше, если при этом диарея, то принимать пепсин. А если нет диареи, просто вздувает, то препарат метиофан называется. По поводу більше року турбують болі в животі. Смотрите, метеоризм ответил, а колики в левой нозе и спине. Колики в левой нозе и спине может быть проблемой почек. Как убрать камни в почках? Есть 2 препарата, они проверены и на 100% устраняют камни в почках. Есть препарат уникальный, называется бетулиновая кислота. Он растворяет и камни в почках, и в камни в желчном пузыре. И еще и при этом в дальнейшем исчезает аллергия у человека любой формы. Почитайте об этом препарате, очень интересно. Второе. Мой препарат Нефромакс. Он растворяет камни в почках. Третий препарат называется Дипоксал. В нем находится растворенный калий и натрий. И приводя в норму калий и натрий, в норму в крови, у человека сами по себе исчезают камни. Из-за альдостерона обычно камни появляются. Альдостерон повышается, натрий накапливается, калий выводится. Таким образом появляются камни.
есть натрий накапливается в почках, объединяется в дальнейшем кальциево-натриевые соединения, органические кальциево-натриевые, по-другому оксалатные соединения с уксусной кислотой, соединяясь с распадом желчных кислот и так далее, фильтруемые почками. И это все приводит к появлению таких камней. Но альдостерон, мы с ним сделать ничего не можем. А вот восстановить количество калия и натрия можем, тем самым восстанавливая калий и натрий в крови, восстанавливаем альдостерон, и это, в свою очередь, приводит в дальнейшем к устранению камней в почках. Вот так. I have Ukraine last for the years man with tears this Посоветуйте, что делать. Очень сильно болит поясница. Болят очень, распухают пальцы рук. Это у вас, скорее всего, сейчас происходит ревматизм или ревматоидный артрит, либо полиартрит и так далее. Вообще, для того, чтобы чем-то лечить, необходимо знать, чем вы болеете. Какие анализы необходимо сдать? Анализы крови такие. С-реактивный белок, антистрептолизин, ревмофактор. В случае, если у вас высокий антистрептолизин, необходимо лечить одними препаратами. В случае, если у вас, допустим, в случае, если у вас С-реактивный белок высокий и слово высокие, то и антибиотиками, и глюкокортикоидными препаратами, там, преднизолон или еще чем-то. Аспирин как противовоспалительное, как аспирин имеет уникальное действие, он может устранять пурины или связываясь с пуринами выводит их. Поэтому очень часто прием аспирина улучшает общее состояние при заболеваниях вот таких ревматоидных. Можно попринимать, пока у вас болит и вы не хотите идти к врачу, можно попринимать негормональные противовоспалительные препараты. Негормональные противовоспалительные препараты, это на первое место, конечно же, диклофенак, производные его, можно Мовалис какой-нибудь. Чи можна приймати дієть всередину косметичний тільки в аптеці? Не знаю, зайчик. Я в том, что я не знаю состав. Если там находится глицерин, то можно. Если вазелин, ну, я бы не стал на самом деле. Олена Патратій. Доброго вечора. Боліть ліве коліно, коли сідаю на корточки. Травм ніяких не було. Що можете порадити? Я думаю, що це може бути подагрою, бо подагра так і починає боліти. Коли напухає коліно и начинает болеть. Также это может быть боль кисты Бейкера, когда происходит воспаление сустава. Противовоспалительные препараты, вольтаренгель и Мовалис или диклофенак. Можно, если подагра или подагрическая, еще аллопуринол. Лариса Монова. Скажите, пожалуйста, у меня есть диабет второго типа или нет? Вес в норме. Если вес в норме, диабета второго типа нет. Весь желчный забит камнями, настаивают на удалении. Я думаю, что каждый орган необходим человеку, но и риски жить с таким органом велик. Ваше мнение? Я считаю, что в случае, если желчный пузырь не работает у человека, и там находятся камни, и он забит, как вы говорите, то это усложняет и ухудшает работу печени. Когда печень перестает отдавать желчь, то начинается атрофия печени, то есть там начинается фиброз, некроз, ну там и сепсис. То есть фиброз, некроз тканей может приводить в дальнейшем к развитию самых плохих заболеваний печени. Поэтому если говорить о том, что легче лечить в дальнейшем цирроз или
сейчас устранить желчные с камнями, то лучше устранять желчные, несомненно. Прямо несомненно. Простатит чем лечить? Великолепный препарат моей компании, называется препарат мускус. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. А еще поможет препарат аденомид по 2 таблетки 2 раза в день. Оля Круковець. Чи правда, що голод довготривалий лікує все? В моей жизни была такая ситуация или история, я о ней вам расскажу. С 10 класса, когда мне было 10 класс, закончил в 15 лет, и до возраста 38 лет я был вегетарианцем. Я не употреблял ничего, связанное с продуктами животного мира, включая молоко, я не пил молока, не ел яйца ни в каком виде и не употреблял мясо, и рыбу, и ничего вообще с животными связано. В 38 лет я заболел заболеванием, которое называется 36, не 38, а 36. В 36 я заболел заболеванием, которое называется онкология, лимфогранулематоз. После чего на протяжении нескольких лет я лечил данное заболевание на фоне неедения мясной пищи. Также я очень часто практиковал неедение. При этом, когда я заболел, то так же, как и вы, думал и практиковал голод, и сухой пост, и с водой, и так далее. Были у меня затяжные такие процессы, и закаливания, и так далее. Так вот, ничто из этого в моей жизни мне не помогло. Что помогло? Мне помогла химиотерапия, а также ряд оперативных воздействий на мой организм и дальнейшее применение иммунной терапии. Вот таким образом, сейчас без нескольких частей своего тела, зато жив, воспитываю детей и хорошо себя чувствую. Поэтому не заморачивайтесь. И когда необходим голод человеку? Голод необходим человеку в случае, если человек очень сильно накручивает себя, очень сильно накручивает, спать не может, бесится, вредничает, то есть сильнейший невроз. Ну тогда голод хорошо. Оксана. Якщо бажаємо щиро віддячити Андрію Андрійовичу, не забуваємо продякувати просто лайки. Так, я з вами згоден. Лайкайте мене. Сегодня чуть-чуть плохая связь. Как лечить дисбактериоз в домашних условиях, как восстановить микрофлору кишечника и как восстановить функцию поджелудочной железы. Функция поджелудочной железы – препарат Панкрисорб. Восстановить микрофлору препарат называется пепсин, 1 таблетка 2 раза в день, и лизоцим. Вот лизоцим, пепсин, панкрисорб. Здравствуйте, желаю счастья, любви, процветания. На что обратить внимание на здоровье? Мила спрашивает, да. Пропейте препараты, связанные с легкими. Это препарат, допустим, Тарантел. Дальше канцерамидин можно пропить по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. И можно здоровый желудок вам пропить. Можно еще тератозин для щитовидной железы. Лара Лазарева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, от чего на теле красненькие точки? Говорят, что связано с печенью. Нет, это не связано с печенью. Это инфаркт сосудов. И он обычно происходит в случае, если у человека очень снижается давление. Очень-очень снижается давление. Снижается давление на фоне голода, стресса и так далее. Приживаются ли аптечные пробиотики в кишечнике? Нет, вы просто чуть-чуть неправильно понимаете. Аптечные пробиотики, они помогают восстановить кишечную флору. Каким образом это происходит и на что они влияют? Они начинают
формировать движение или формировать среду, в которой может формироваться наша собственная микрофлора. Сами по себе они погибают и не приживаются у нас, но они помогают создать за счет процессов своей жизнедеятельности, они помогают создать ту микрофлору, в которой наши кишечные бактерии начинают вновь появляться, зарождаться, жить и так далее. Можно ли вылечить такими препаратами? Да, но мое мнение, их необходимо принимать только на голодный желудок во время голода. Можно ли пробиотиками как-то полечиться? Если на протяжении суток голодать и пить только воду, то один раз в день, ну, приблизительно от 4 до 10 таблеток на каждые 10 килограммов веса. Ну и делать это необходимо один раз, допустим, в месяц. Вот таким образом можно за счет пробиотиков восстановить свою микрофлору. В любом другом случае нет. Почему? Ну, имею объяснение, просто это такой длинный пласт информации и мнение такое, оно обширное на 1,5 часа. То есть я бы начал говорить о том, что же такое микрофлора кишечника, когда она появилась, что на нее влияло, почему происходит распад, как в этом всем замешаны гастрин, кто его выделяет, причем тут соляная кислота, пепсин где берется, как лизоцин в этом участвует, почему это все так взаимосвязано, как это все с желчным пузырем работает, почему там в этом принимает участие иммунитет, там, лейкоциты различные и так далее. То есть это такой процесс необычный, но интересный. Эх, что-то сегодня с телефоном. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Опасен ли витамин В12 после 50 лет? Я хочу сказать, что витамин В12, по моему мнению, как в принципе и витамин В6 в больших дозировках или высокой концентрации, при очень долгом принятии и перенакоплении в организме может спровоцировать появление злокачественных новообразований. Это мое мнение такое. Оно не подтверждено наукой, я так считаю просто. Может быть такое, что полностью отсутствует полезная микрофлора, и можно ли пересаживать микрофлору от здорового человека к больному? Нет, у каждого индивидуальная своя микрофлора. У каждого индивидуально своя микрофлора, и уничтожить свою микрофлору невозможно никаким образом, только за счет удаления кишечника. Можно ли ее восстановить? Можно. Каким образом? Еще раз говорю, лизоцим, прокшалан, далее панкрисорб, лунглин, пепсин. Вот таким образом. Панкрисорб дає дитині 11 років 1 тиждень. Тільки зранку рідкий стул. Чому? Чи може давати далі? Якщо рідкий стул, то не потрібно давати. Очень активний желудок, скорее всего. Наоборот, вместо панкрисорба давайте одну таблетку пепсина. Тогда жидкого стула не будет. Я желаю всем здоровья. Мне было очень приятно с вами сегодня общаться. Еще раз хочу сказать всем, что прямо сейчас на моем сайте, который называется tibetanformula.com, проходит акция. Эта акция называется «Скидка 14% на все препараты компании «Тибетская формула», которая будет идти с 3 по 10 марта этого года. И вы сейчас прямо можете перейти и получить скидку 14% на все препараты нашей компании. Несколько слов о том, на что бы, по моему мнению, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание. Первое. Это, конечно, существует ли единственный препарат, который может вылечить все заболевания? По моему мнению, конечно же, да. Это прополис.
Знаете, прополис восстанавливает кишечник, улучшает иммунитет, устраняет стрептококк, стафилококк золотистый, гонококк даже, скорее всего. То есть имеет ярко выраженное иммунное действие, ярко выраженное антибактериальное действие, ну и, в общем-то, недостаточно изучен, но при этом достаточно эффективен. Горло болит, нос закладывает, просто выпить для того, чтобы желудок начал работать и так далее. Его прополис необходимо принимать. Но одна из особенностей прополиса заключается в том, что в нем должно быть маленькое количество воска. Потому что если воск есть просто так, то в дальнейшем у человека могут возникнуть неприятности с желчным пузырем. И когда собирают прополис, то вместе с этим воском и прополисом обычно собирают какой-нибудь дополнительно мусор. И этот мусор, он обязательно там находится. Это могут быть экскременты мышей, или это может быть просто мусор, и там моль заводится и так далее. Бактерии, плесень и тому подобное. И именно поэтому прополис не всегда хорош для того, чтобы его вот так в чистом виде, просто так брать из улика, жевать и запивать. Почему? Ну, от глистной инвазии до грибковой инфекции можно, наверное, что-нибудь там себе насобирать. Ну, а может и нет. Ну, и тем не менее, я бы хотел сказать, что я хочу вам предложить свой прополис, который мы специальным образом очищаем. Проверяем его на цитотоксичность, а также на его активность. И делаем из него препарат. Это таблеточки. Одна таблеточка 2 или 3 раза в день. Настойка прополиса аптечная тоже можно. Да, это точно. У меня папа только прополисом и лечился. Да. Ну что, еще раз всех с праздником. Всем женщинам и мужчинам счастья, добра, любви. Пусть поскорее это то, что происходит, закончится. Война прекратится победой Украины. И пусть наконец-то нормальная жизнь восторжествует. А женщинам хочу пожелать здоровья, счастья, любви, красоты. Как бы вам не было плохо в вашей жизни, если сильно плохо, разозлитесь, встаньте и скажите: все, хватит, надоело, все, больше не буду болеть. Теперь я разозлилась. Иногда такая мотивация, она очень помогает нам найти каких-то сил. Когда все очень плохо и когда уже сил нет, необходимо разозлиться, необходимо сказать себе: а я буду все равно жить, или а я буду все равно бороться, а я буду все равно добиваться и так далее. Вот таким образом, может быть, это кому-то и поможет, и вы сможете, как в свое время феникс, который превращался в пепел, сгорая от сияния огня, превращался в пепел и вновь становился настоящей прекрасной птицей и взлетал из пепла. Так и мы можем взлететь из пепла, если рассердимся, если вновь захотим жить, если перестанем сдаваться, если сцепим зубы и включим 333-ю скорость. Когда вам плохо, бегите. Когда очень плохо, бегите быстрее. Ну что, всем нам любви, а вам конкретно, всем женщинам, любимых, заботливых, родных, близких. Порадуйте их чем-нибудь завтра. Еще раз до свидания.